Одна из 6 приоритетных тем Международной гидрологической программы ЮНЕСКО – это водные ресурсы и населенные пункты будущего. Города по всему миру сталкиваются с давлением из-за увеличения городского населения. Сегодня половина человечества, более 3,5 миллиардов человек, живут в городах, а к 2030 году городское население достигнет более 60%. Географические границы городов расширяются, строятся новые жилые кварталы в пригородных территориях. Город Томск расположен в Западной Сибири на реке Томь. На территории Томской области расположено 70% площади Большого Васюганского болота. Это самое большое болото в мире. Его площадь 53 тысячи квадратных километров. Оно обладает огромными ресурсами пресной воды – 400 кубических километров и содержит более 1 миллиарда тонн торфа. С 2007 года Васюганское болото включено в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Томск – один из старейших городов Сибири. История купеческого города начинается с 1604 года. Сегодня это студенческая столица России. В городе проживает более полумиллиона человек. Средний возраст населения – 36,5 лет. Молодые люди от 18 до 40 лет составляют 42% населения. Исторически город Томск развивался на правом берегу реки Томь, и только летом 2015 года началась застройка левого берега жилыми многоэтажными зданиями. Новый микрорайон Северный парк расположен в 15 километрах от Томска. Площадь жилого комплекса 165 гектаров. Здесь планируется построить 170 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Это около 3000 квартир. К 2020 году планируется построить школу на 1000 учащихся, 2 детских сада на 400 мест и поликлинику на 100 посещений в смену. Прогнозируемая численность жителей Северного парка – 8000 человек. Таким образом, плотность населения составит порядка 4850 человек на квадратный километр. Северный парк является одной из 4 площадок, включенных в федеральную госпрограмму «Жилье для российской семьи». Цель программы – обеспечить комфортное и доступное жилье. Застройщиком является группа компаний «Карьера управления». Строительство компания ведет на собственные средства. Объем инвестиций в строительство первой очереди – около 1,5 миллиарда рублей. Возведено 60 тысяч квадратных метров жилья, столько же запланировано к строительству в рамках второй очереди. На сегодняшний день введены в эксплуатацию первая очередь автоматической газовой котельной, ливневая канализация с локальными очистными сооружениями, канализационные очистные сооружения, водопроводные насосные станции, распределительный пункт с сетью трансформаторных подстанций. Инженерные сети выполнены по бесканальным технологиям. Городские очистные сооружения Томска находятся на противоположном берегу реки, поэтому подключение микрорайона Северный парк к централизованной канализации не рассматривалось из-за его удаленности. Для обращения со стоками в новом районе была спроектирована полная раздельная система канализации с самостоятельными сетями и сооружениями бытовой и дождевой канализации. Производительность очистных сооружений для хозяйственно-бытовых стоков составляет 2000 кубометров в сутки с разбивкой на 2 этапа по 1000 кубометров. Минимальный объем стоков, при котором очистные сооружения функционируют стабильно, составляет 150 кубометров в сутки. Первая очередь децентрализованных очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод введена в эксплуатацию в январе 2017 года. В процессе строительства были задействованы несколько организаций. Проектирующая организация выполняла разработку технологической схемы очистки и осуществляла контроль за ее реализацией в ходе строительства объекта. Исполняющая организация выполняла монтаж технологической части очистных сооружений. Компания-застройщик микрорайона выполняла предпроектные изыскания и строительство здания под очистные сооружения, а также прокладку трубопровода. Изыскание нам предоставил заказчик, поэтому наша задача была изначально посадка очистных сооружений, размещение комплекса самого здания, комплекса внешних сооружений, которые требуются насосной станции, усреднители, все, что относится к технологической схеме. Предоставление самой технологической схемы, как бы предпроектные работы, уже согласование с заказчиком того, что будет реализовано дальше в формате проекта. После этого, собственно, когда мы все согласовали, мы перешли уже к стадии проектирования. Стадия П включает в себя размещение сооружения на площадке, компоновку оборудования внутри здания, первичное размещение трубопроводов и прохождение экспертизы. Изначально был уже выделен участок земли, требовались довольно компактные очистные сооружения. Соответственно, большая часть компаний, которые разворачивают очистные на такие производительности, они занимают большие территории. То есть иловые площадки те же самые, которые увеличивают площадь и территории очистных и санзоны, что опять же в стесненных условиях довольно сложно реализовать. Санитарные зоны здесь 150 метров до жилых домов.
Большая сложность всегда во время строек — это, конечно, грунты, с учетом того, что здесь территория довольно обводненная, сама по себе, близко несколько водоемов находится, высокие уровни грунтовых вод. На территории этих очистных, допустим, строители у нас сделали довольно большую отсыпку. Здесь подсыпка составляет около 2 метров относительно изначального уровня земли. Прохождение разработанной проектной документации в экспертной организации заняло 3 месяца. В целом, этап экспертизы может занимать от 1 до 6 месяцев и более. Сроки получения экспертного заключения по проектной документации зависят от самих экспертов, объема вопросов и полноты предоставленной информации. Все очистные сооружения были возведены где-то за полгода. 6 месяцев. Монтаж технологии длился 2,5-3 месяца. То есть можно сказать, что это было очень быстро. То есть такой производительности очистные сооружения очень быстро были возведены. В рамках первой очереди было выполнено строительство основного здания очистных сооружений с размещением оборудования на 1000 кубометров в сутки, строительство резервуаров усреднителей и канализационной насосной станции. Технологическая схема включает механическую, биологическую стадию очистки и физико-химическую доочистку хозбытовых стоков. Хозбытовые сточные воды от главной насосной станции жилого поселка поступают по 2 трубопроводам в приемные камеры гашения напора. Они представляют собой цилиндрические емкости диаметром 1 метр, высотой 1,2 метра, размещенные над решетками самоочищающегося фильтрующего устройства, сокращенно УФС-2. Затем стоки поступают на решетки с величиной прозоров 2 мм. Задержанный осадок смывается в поддон вновь поступающим потоком. Это вызывает эффект самоочищения сеток. Поддон оборудован дренажом для обезвоживания задержанного осадка, который по мере накопления вывозится на полигон твердых бытовых отходов. Расчетное количество осадка 96 литров в сутки. С целью дегельминтизации сточных вод и образующихся осадков в приемные камеры насосами подается специальный препарат. После решеток сточные воды поступают по наружной водопроводной сети в 2 резервуара усреднителя. Объем каждой емкости составляет 100 кубометров. Для предотвращения оседания взвешенных частиц в них предусмотрена система барботажного перемешивания. Подача стоков на очистку из резервуаров усреднителей в аэротенки-отстойники осуществляется с помощью канализационной насосной станции номер 1. Она работает в автоматическом режиме в зависимости от уровня стоков в резервуарах-усреднителях. Для очистки стоков от органических и минеральных примесей предусмотрена двухстадийная биологическая очистка. В качестве первой стадии используются аэротенки-отстойники с продленной аэрацией активного ила. Подаваемая на очистку вода сначала смешивается с активным илом, затем подвергается аэрации и после поступает в отделение отстаивания. Избыточная часть ила отправляется на уплотнение и обезвоживание. Отстоянная вода равномерно собирается желобами и направляется на вторую ступень биологической очистки. В результате очистки в аэротенках отстойников снижается содержание органических загрязнений, СПАП и аммонийного азота. В здании установлено 8 рабочих аэротенков отстойников полной заводской готовности, которые работают в круглосуточном режиме с непрерывной подачей сжатого воздуха на аэрацию. Вторую стадию биологической очистки обеспечивают биореакторы. Это коридорные сооружения с расположенным в зоне аэрации затопленным носителем микрофлоры – загрузкой. В процессе обработки в очищаемой воде снижается содержание сложных органических соединений и аммонийного азота. Технология очистки хозбытовых стоков активным илом является достаточно распространенной, но и здесь встречаются некоторые особенности. С чем мы периодически сталкиваемся, это довольно высокие концентрации биологических загрязняющих веществ, органики, которые приходят на очистные сооружения, и попадание в стоки различных химических составляющих, к примеру, СПАВы те же самые. Сейчас очень много применяется моющих средств различных, имеющих высокие концентрации именно по химическим загрязняющим. И органика реагирует на них очень плохо. Во-первых, она начинает гибнуть, а во-вторых, развиваются микроорганизмы, которые для нас являются вредными. То есть активный ил, он все-таки по составу довольно универсален, но при всем при этом, в зависимости от концентрации различных загрязнений, он может менять свой видовой состав. И могут возникать бактерии, которые мешают процессу разложения органики. Мы с этим довольно часто сталкиваемся. Вот как раз различные СПАВы, те же самые, они оказывают влияние на развитие, допустим, тех же самых ничных бактерий, которые очень плохо влияют на
развития полезных для нас микроорганизмов, которые плохо влияют на очистку стока. И для нас это сложность, потому что, допустим, ликвидировать такие последствия и исключить развитие ничатых, и тем более вывести из активного ила, это процесс очень сложный. После биореакторов сточные воды обрабатываются раствором коагулянта и направляются в контактные осветлители. Взвешенные вещества задерживаются зернистой загрузкой фракции от 0,8 до 2 мм и удаляются во время ее обратной промывки. Для обработки воды используется коагулянт Aqua Aurat 30. Промывка осуществляется очищенной водой и состоит из двух этапов: взрыхление сжатым воздухом на протяжении 3-5 минут и отмывка загрузки промывной водой продолжительностью 8-10 минут. На очистных сооружениях установлено 8 рабочих и 2 резервных контактных осветлителя. Для обеззараживания сточных вод и осадка на объекте предусмотрены 4 установки ультрафиолетового обеззараживания. После стадии биологической очистки избыточный ил поступает в цех обезвоживания. Для того, чтобы привести данный ил для нужной нам консистенции, реагент у нас ПСРО мы применяем. Он туда добавляется. Остальной избыточный ил, который образуется, собирается в мешки и вывозится на комплекс бытовых отходов. С точки зрения эксплуатации, цикл обезвоживания осадка является наиболее сложным. Это связано с высокой продолжительностью и трудоемкостью процесса, который приходится проделывать ежедневно по нескольку раз, а также необходимостью утилизации большого объема осадка. Несмотря на вполне стандартную схему очистки хозбытовых стоков, есть у данных очистных сооружений некоторые особенности. Не так часто все-таки применяются обходы и использование возможностей СНИПа об уходе от аварийных ловых площадок. Чаще всего все-таки у нас решают их ставить на случай возникновения определенных ситуаций. Здесь в связи со сжатой территорией и невозможностью размещения таких серьезных открытых источников, потому что иловые площадки сразу тянут за собой 200 метров санзоны, была реализована система двойной резервации, системы обезвоживания. Если по стандарту используется, допустим, одна установка обезвоживания, вторая стоит в резерве, здесь мы поставили еще третью установку, то есть двойной резерв, плюс аварийный бак осадка на 2-суточный запас избыточного активного ила. Неочищенные стоки содержат большое количество различных загрязняющих веществ и могут значительно различаться по составу. При проектировании очистных сооружений не всегда имеется актуальная информация о показателях по загрязнителям. После многоступенчатой очистки хозяйственно-бытовые стоки очищаются до второй категории рыбохозяйственного назначения. В разных районах, в разных городах все-таки может отличаться в большой довольно мере концентрация загрязняющих веществ. Во-первых, это связано и с тем, кто живет. То есть, допустим, если живут молодые семьи, они зачастую используют много различных моющих средств. Многие все-таки сейчас стараются экономить воду, что тоже очень серьезно сказывается на качестве воды. Есть у нас стандартные нормативы для определения концентрации загрязняющих веществ на стадии проектирования. Не все в состоянии предоставить изначально качественный состав стоков. Допустим, вот у нас микрорайон этот строился. У нас не было качественного состава. Мы не знали, что нам будет подавать население. Поэтому стандартом в этой ситуации всегда служат либо объекты-аналоги, либо МДК. В связи с тем, что МДК разработан в конце 80-х, в начале 90-х, а реалии тогда были совершенно другие. Не было ни счетчиков, не было такой экономии воды. Все жили по нормативу. Соответственно, качество стока очень сильно отличалось. И сейчас, беря за базу МДК, временами и на некоторых объектах мы, скажем так, отстаем по концентрации от реальных загрязнений, которые к нам поступают. Особенно это касается, конечно, органики. Потому что население воду экономит, степень разбавления меньше, в итоге концентрация загрязняющих веществ выше. Очистные сооружения на данный момент работают круглосуточно, потому что понятно, что мы остановить их не можем. Операторы у нас ходят в сутки. У нас 4 оператора, они работают в сутки через тройку. Если что-то случается, у нас всегда есть дежурный электрик, дежурный сантехник, который оперативно выезжает. Работа на очистных сооружениях идет круглосуточно. В дневную смену работают начальник очистных сооружений, лаборант, операторы реагентных установок, машинисты насосных и компрессорных установок, слесари и пробоотборщики. Посменно в течение суток работают операторы по очистке воды, а также по обработке осадка и электромонтеры по обслуживанию электрооборудования и кипения. В дневную смену выполняется основной комплекс работ, связанный с приготовлением реагентов, обработкой и вывозом осадка, регулированием процесса очистки стоков. В ночную смену производится только регулирование процесса очистки стоков. Данные очистные эксплуатируем мы на данный момент уже 1,5 года.
проблем с оборудованием какими-то пока не возникало. На данном этапе рассчитано на 1000 кубов, но на данном этапе у нас 200-300 кубов приходит. За тот год, то, что мы эксплуатации, где-то примерно у нас на все ушло 14 миллионов. 14 миллионов это зарплата рабочих, это реагентная, это вывоз бытовых отходов, это обслуживание насосов, электричество, отопление. Мы зависим от стоков. Если у нас будет 1000 кубов, окупаемость будет быстрее. Если это строить данные очистные построить уже в готовом микрорайоне, где будет уже примерно 1000 кубов будет приходить, тогда я думаю, что срок окупаемости минимум 3-4 года будет. Если даже 200 кубов приходит или 500 приходит, электричество, отопление, все, реагенты, все остальное практически одно и то же. Затраты те же самые идут. А понятно, что если стоков мало, то и у нас как окупаемость меньше. Мы, в принципе, на данный момент уже вышли к проектному минимуму, именно по очистке. И нас именно держат именно стоки. Чем больше стоков, мы тогда выйдем уже полностью на НДС. Данное качество стоков на выходе у нас соответствует. Для сохранения водных ресурсов и перехода к устойчивому городу важен комплексный подход. Роль застройщика в этом процессе – обеспечение качественных услуг водоснабжения и водоотведения. Следующий шаг за пользователем – рациональное потребление, использование экологичных моющих средств и корректное использование канализационных систем – сознательный выбор каждого из нас.